Меня зовут Маргарита Т. И я предприниматель. Продаю белорусский текстиль в онлайн-магазине Daisy Linen. Начну с того, что покажу масштабы своего бизнеса. Таким предпринимательством может заниматься каждый, не выходя из дома. Даже наемные работники могут открыть ИП и заниматься бизнесом в свободное от работы время. Бизнес квартирного масштаба, когда человек сам себе создает рабочее место, а не идет на биржу труда и не претендует на пособие по безработице, по идее, должно встречать поддержку и защиту со стороны государства, а не дополнительные административные барьеры, как это происходит в реальности. Я занимаюсь бизнесом 5 лет и считаю, что тех отчетов, которые я сдаю в государственные органы, достаточно для контроля платы налогов. Тем не менее, с 1 апреля 2023 года государство обязало меня оформлять дополнительный отчет «Сопроводительные накладные на товары». Это уже 3-й отчет, который оформляется по одному пакету первичных документов, сопровождающих поставку товара. Учитывая размеры бизнеса, это равносильно, что требовать от человека, который торгует на базаре семечками, учета продаж в 1С бухгалтерии. Такое требование несоразмерно бизнесу и связанным с ним риском, создает для продавца необоснованный административный барьер, убивает микробизнес и не приносит государству никаких выгод. Это пример экспресс-анализа выгод и издержек, простыми словами, тест на адекватность и здравый смысл, который государственные органы обязаны проводить, прежде чем внедрять какие-либо инструменты государственного регулирования. Обязаны, но не проводят. И зачастую теряют здравый смысл в своих требованиях. Я хочу поделиться с вами важным знанием, которое приобрела в ходе изучения проблемы СНТ. В наших законах есть нормы, которые защищают права предпринимателей, но по неизвестной причине остаются нераспакованными на протяжении многих лет. Я говорю про анализ регуляторного воздействия. Тот самый анализ выгод и издержек, который госорганы обязаны проводить перед внедрением новых регуляторных инструментов. Запомните эти слова. Анализ регуляторного воздействия. Это охранная грамота бизнеса. Это защита от необоснованных, а зачастую глупых требований госорганов. И эта норма присутствует в наших законах с 2015 года. Важно понять, что если нет анализа регуляторного воздействия, то требования государственных органов незаконны. Бизнес боролся с СНТ на протяжении 3 лет. Бился в истерике в соцсетях, выходил на митинги, проводил круглые столы, писал петиции, принимал резолюции. Дошло до меморандума между Национальной палатой предпринимателей и Комитетом государственных доходов. Но за все это время никто не потребовал и не добился от Министерства финансов проведения анализа регуляторного воздействия по проекту СНТ. А ведь это требование не имеет исключений и освобождений. Эта норма вписана в Предпринимательский кодекс, в Закон о правовых актах и даже в правилах законотворческой работы правительства в главе о пилотных проектах предусматривается анализ результатов проекта с учетом обратной связи от общественности. Эта норма направлена на то, чтобы правительство в своем законотворческом рвении не допустило ошибок, которые негативно скажутся на бизнесе, бюджете и экономике. СНТ – пример такой ошибки, допущенной Министерством финансов из-за пренебрежения процедурой АРВ. В итоге бизнес понес напрасные расходы, исчисляемые сотнями миллиардов тенге. При этом СНТ как не имела, так и не имеет обоснования. Те цифры и доводы, которые Минфин приводил в качестве доказательства эффективности СНТ, в ходе аудиторской проверки не подтвердились. Есть еще один механизм защиты бизнеса от необоснованных требований властей. В 2020 году президент объявил новую регуляторную политику с чистого листа. В Предпринимательский кодекс были внесены поправки о создании и ведении реестра обязательных требований в сфере предпринимательства. В реестр должны быть включены только те требования, предъявляемые к бизнесу, которые прошли в рамках АРВ проверку на соответствие следующим критериям. Такие требования должны иметь понятные мотивы госрегулирования, быть практически выполнимыми, быть удобными и необременительными, не иметь двоякого толкования,
быть соразмерными уровню риска. С 1 января 2024 года предприниматели освобождаются от ответственности за невыполнение требований, которые не включены, не вошли в реестр. До 1 января остается всего ничего, а я как ни искала, не смогла найти в открытом доступе реестра и убедиться, что необоснованное незаконное требование по оформлению СНТ не вошло в реестр. Между тем, на днях стало известно, что Министерство финансов пытается через депутатов Мажилиса внести поправки в предпринимательский кодекс, чтобы освободить себя от необходимости проводить анализ регуляторного воздействия. Депутатов пытаются убедить, что налоговое и таможенное законодательство не является инструментом регулирования предпринимательства. Если внесут эти поправки в закон, то у бизнеса не останется защиты от необоснованных или ошибочных требований государственных органов. На портале «Открытый НПА» я обнаружила любопытный документ. Это приказ Министерства национальной экономики от 30 сентября 2023 года. На портале он представлен как проект приказа, который еще не проходил необходимых процедур согласования и экспертизы. Тем не менее, это не помешало Министерству юстиции зарегистрировать приказ в базе регуляторных актов как вступивший в законную силу. Любопытно, что в сравнительной таблице к приказу причиной внесения поправок указано приведение в соответствие правил АРВ с предпринимательским кодексом со ссылкой на статью, в которую еще не внесена поправка, необходима Минфину. Все это выглядит так, что защита прав предпринимателей и реализация политики с чистого листа не являются приоритетными задачами Министерства национальной экономики, а соблюдение законности не является необходимым условием и требованием Министерства юстиции. В этой истории мы видим правительство, которое лжет, не соблюдает законы, преследует шкурные интересы. Такому правительству некогда заниматься возложенными на него обязанностями. Решать стратегические задачи управления государством, думать о благосостоянии и благополучии народа и страны. Так ли уж коротка скамейка запасных, чтобы доверять управлению государством людям, не единожды увлеченным во лжи и саботирующим все начинания и реформы, направленные на улучшение экономики и бизнес-среды в Казахстане? И еще раз хочу подчеркнуть, как важно сейчас не допустить поправок в законодательство, которое отменит защиту прав предпринимателей. Несмотря на то, что проблема СНТ очень специфична, она вскрыла системные проблемы государственного регулирования и нарушения госорганами требований закона. На суде, назначенном на 26 декабря, я буду доказывать незаконность приказа министра финансов от 15 марта 2023 года и требовать проведения анализа регуляторного воздействия в соответствии с действующим законодательством. Подписывайтесь на мою страницу в Фейсбуке «Рассерженный налогоплательщик» и следите за ходом судебного процесса.